Друзья, всем добрый вечер, соратники. Я так понимаю, в прямой эфир я вышел. Жду всех вас, потому что, судя по датчику, я пока что один. Ну и по традиции, всем привет, меня зовут Максим, вы на канале Moto Maximus. И кто зайдет, отпишитесь, пожалуйста, по качеству картинки и звука стандартно, как всегда, вас об этом прошу. Сегодня я притащил нормальный микрофон, надеюсь, проблем со звуком, как в прошлый раз, не будет. И я смогу нормально вещать, а вы сможете меня нормально слышать. Вот кто-то один подключился, отключился. Ну, в общем, жду ваших комментариев. Накидал себе парочку тем, накидал себе парочку вопросов, которые вам постараюсь сегодня рассказать, донести. Ну, а вы, в свою очередь, если кто-то вообще сегодня зайдет на прямой эфир, задавайте вопросы, какие вас интересуют, потому что я прекрасно все понимаю. Сегодня 1 сентября, День знаний. Все те, у кого еще детвора, школьники, наверняка заняты были сегодня весь день вот этими всеми делами, линейками и всем остальным. Но, тем не менее, кто-нибудь, я думаю, все-таки вечером к нам заглянет. Вот. Жду 5 минут, вы подключаетесь, жду комментарии ваши, повторюсь, по звуку и по картинке, и будем начинать. Виктор, привет, все видно, слышно. Виктор, привет, тебе огромное спасибо, всегда поддерживаешь, несмотря на то, какой день, какая ситуация, всегда подключаешься. Виктор, спасибо. И, кстати, не только подключаешься, а еще и приезжаешь в горы Кавказа покушать шулюм и поддержать нашу встречу. Давайте еще пару минут жду и будем начинать. Сегодня, кстати, да, кстати, вы обратили внимание, я сегодня прямой эфир веду первый раз не из своего гаража, а из кабинета. Решил поменять картинку, ну, так будет прикольно, мне кажется. Вообще хочется в следующем году поймать такой момент, чтобы 1 число и время прямого эфира попали на какое-нибудь путешествие. И качество звука и картинки, конечно, будет похуже, зато будут какой-нибудь крутой прямой эфир с какой-нибудь, может быть, Териберки или еще откуда-нибудь. Мне кажется, будет клево. Так, еду с работы, остановился написать. Дальше смотрю в пути. Виктор, спасибо. Ну, как минимум, прямые эфиры чем хороши, что их можно слушать вообще как подкасты. Просто можно болтать, а человек тут смотреть-то особо нечего, картинка меняться не будет. Так, у меня есть тут 2 вещи, которые я хочу вам показать, но потом, если что, можно будет промотать и посмотреть в записи. Так, Виктор, ну мы пока с тобой вдвоем, поэтому еще немного ждем и начну рассказывать. Возможно, потом ребята уже в записи посмотрят, у кого сейчас не было возможности подключиться. Да, и, кстати, как вам смена обстановки? А то что-то я тему затронул. Потом, когда будете смотреть видео, скажите, есть ли смысл менять картинку или все время мне вещать с гаража и не менять коней на переправе, скажем так? Или все-таки прикольно, если я буду там периодически вести из разных мест? Вот такой вот вопрос. Сейчас 2 минуты жду и в 5 минут начну тогда, пройдусь по темам, которые на сегодня я запланировал, и пойдем. Ну, кстати, первая тема, Виктор, тебе, наверное, не особо будет интересно. Первая тема как раз встречи с соратниками. Сегодня, кстати, кто-то писал мне в комментариях по поводу того, что ты расскажи нам про то, как прошла встреча. И вот мне хочется спросить, где ты? Где ты тот человек, который хотел, чтобы я это рассказал? Почему ты не подключился в 19:00? Так, сейчас посмотрим, кто нам что писал сегодня за день. Кстати, пока ждем тех, кто подключится, огромная у меня благодарность ко всем, кто принимает участие вообще там в этом проекте под названием Moto Maximus. Я имею в виду тех людей, которые подписаны на мой канал, которые смотрят мои видео, комментируют их. Нас на секундочку 3000, вот буквально на прошлых выходных достиг я такой планки в 3000. Ну, все в мире относительно, для кого-то это много, для кого-то это мизерно мало, но я не буду сейчас говорить, много это или мало, потому что, повторюсь, все относительно. Я скажу, что это классно, и это очень ценно для меня, то, что каждый месяц мы с вами потихонечку прирастаем,
такими же людьми, такими же соратниками, такими же единомышленниками, как и мы с вами, путешественниками или теми, кто только хочет стать путешественником и ищет для себя, ну, как минимум, каких-то интересных людей, знакомств, а как максимум, наверное, какой-то полезной информации. Поэтому, если так дело пойдет, я думаю, мы наш проект, наш канал потихоньку разовьем, и будет у нас, возможно, когда-нибудь даже кнопочка от Ютуба. Дай бог. Так, Иван Иванов, Максим, привет, я на проводе. Да, вот, Иван, ты спрашивал. Ну и, в принципе, уже 19:05. Давайте стартовать. Сегодня такой вот, скажем так, ярко выраженной темы эфира нету как таковой, но есть мне чем с вами поделиться. Вот за прошедший месяц, сколько мы с вами не виделись, с 1 августа мы с вами встречались, сегодня 1 сентября. В общем, давайте так, обозначу темы. Значит, тема номер 1 – это то, что я пережил ковид. Многие из вас, те, кто со мной более-менее близко общаются, и те, кто планировал приехать на встречу соратников, те знают, что я слег с ковидом, но хвала Всевышнему, я поднялся на ноги, и все стало нормально. Значит, поговорим об этом, потому что всех это касается. Потом, значит, встреча с соратниками тема. Ставлю я свой Yamaha Super Tenere на большое ТО. Не знаю, сколько оно продлится, но тем не менее, вот у меня сейчас это на подходе, мотоцикл становится, ездить не будет. Но ездить на чем-то надо, потому что на Кавказе осень теплая, и следующая тема – это большой тест-драйв юбилейной Honda Goldwing 1800, юбилейная 40-я серия. Мне этот мотоцикл отдал на зимовку мой товарищ, и мы с ним договорились, что я месяц, а то и 2 буду на нем кататься, пока хорошая погода. Потому что мотоцикл все лето простоял, а мотоциклу надо побегать, как хозяин сказал, продуй ему хорошенечко горшки. Ну, а я для себя понимаю, что это классная, уникальная возможность покататься на легенде. И причем покататься долго, не так, как обычно там тест-драйв тебе дали на 3-5 дней мотоцикл, и ты должен все понять, попытаться за эти 5 дней. Вот у меня будет длинный тест-драйв, по итогу которого сниму ролик. Ну, интересно мне, если честно, какие у меня будут впечатления спустя месяц. Ну, постараюсь эмоционально рассказать об этом и вам. Следующая тема, значит, у меня будет переделка, скоро ролик переделка глушителя 2.0. Те, кто видели, как я запилил глушитель на Yamaha Super Tenere, расскажу, я его еще раз переделал, расскажу об этом. И тут сейчас еще мелочевка какая. В общем, буду сейчас все по пути вам рассказывать. Значит, первая тема. Буквально за 3 недели до того, как нам встречаться, 1 августа мы с вами заявились, что едем в горы, едем встречаться, делаем, значит, встречу соратников, и у меня случились трагические события. У меня в Новороссийске погиб мой крестный, мой дядька родной, царство небесное ему, значит, погиб от ковида. Ну, понятное дело, мы поехали его похоронить, с ним проститься, и, судя по всему, где-то там я подхватил эту заразу. Вот, и по возвращении оттуда что-то плохо, и я слег. Ну, как бы жалиться там сейчас и вообще все это мусолить мы не будем. Единственное, что я просто хочу сказать, почему эту тему я затронул в наших, вообще в моем travel-блоге и в наших прямых эфирах. Я вас, друзья мои все, так как я к вам отношусь с уважением, и надеюсь, вы ко мне относитесь так же, я вас хочу попросить себя поберечь, потому что, я немного раз в жизни болел простудой, вроде бы иммунитет всегда справлялся, все было четко, но вот так я еще никогда в жизни не болел, признаюсь честно, я там моментами уже жене писал, потому что я изолировался у себя дома на 2-м этаже, вот здесь вот в кабинете. Я жил здесь 2,5 недели, старался, чтобы сюда ни дети, ни жена не заходили, ну или заходили по минимуму в масках. Вот, я уже там звал жену, писал ей, говорил, диктовал ей пароли от своих карточек пластиковых и рассказывал, где какие документы лежат, потому что уже собирался помирать. Ну, настолько было хреново, что не передать словами. Тут, слава богу, все это пережил, вылечился, сделал для себя выводы, что надо себя беречь. И призываю вас к этому, будьте осторожнее, потому что мы все уже расслабились, вроде то ли есть этот ковид, то ли его нет, но он есть, и он долбит так, что мама не горюй. По поводу того, что у всех в основном проблемы с дыхательными путями, с легкими, меня Бог миловал, было всего ничего поражение.
Но у меня ударила эта тема, значит, по кровеносной системе, сгущение крови. Сейчас там наблюдается там опасность формирования тромбов, всего остального. Продолжаю лечиться, поэтому тема серьезная, лупит по слабым там или по больным местам у людей. Поэтому в очередной раз призываю вас, друзья, берегите себя, тем более мы, когда путешествуем, у нас очень много социальных контактов, мы меняем регионы, меняем часовые пояса. Для иммунитета это всегда нагрузка, поэтому вот такой вот совет от меня, как от путешественника, от человека, перенесшего эту заразу. Друзья, берегите себя лишний раз, старайтесь там даже не поленитесь одеть маску. Вот. Ну и в принципе на этом, наверное, все. Как я уже сказал, болезнь отступила, не без последствий, но отступила, и мы, как и договаривались, в крайние выходные лета 2021 года мы собрались все-таки с единомышленниками, соратниками и выехали на территорию Кабардино-Балкарской республики. Сейчас расскажу об этом подробнее. Ну, значит, после того, как я кинул клич вам о том, что давайте соберемся по вашим же, напомню, просьбам, откликнулось, ну, наверное, там порядка 15 человек, может быть, даже 20. Все эти люди сказали, да, мы постараемся приехать, и мы создали большую группу WhatsApp, которая до сих пор существует. Мы, наверное, продолжим там общение в этой группе. Вот. И, ну, возможно, эта группа будет с каждым годом прирастать. Вот. И, значит, потом, то ли потому, что я как бы ребятам сказал, что, ребят, прошу прощения, но я предупредил о том, что я заболел, и для меня, я до конца не понимал вообще, смогу ли я приехать на эту встречу. Я как бы сказал, ребят, ну, раз вы все собрались, вы, наверное, езжайте, и ну, как бы не должна встреча зависеть от меня, но тем не менее, то ли по этой причине, что я был в подвешенном состоянии, то ли на самом деле у всех свои заботы, я прекрасно понимаю. В общем, в итоге нас там вот из заявившихся 15 человек, нас собралось 4 человека. 4 человека и плюс один ребенок. Там один из ребят, Андрей из Пятигорска, взял своего сынишку, он нам помогал там тоже. Белые грибы в лесу собирал. Вот, значит, собралось нас 4 человека, значит, имена этих самых стойких людей, непоколебимых, ну, понятное дело, ваш покорный слуга, это я, Максим. А потом по удалению пойдем, это Андрей из Пятигорска, тоже парень, давно мы с ним общаемся, он подписан на канал. Вот, это Виктор, вот сегодня тарабановский первый подключился к эфиру, мой тоже такой старый уже верный соратник и зритель, и уже друг, я надеюсь, не первый раз не видимся. Он приехал из Ростова-на-Дону, и, наверное, самый большой респект за пройденные 1200 километров – это Алексею из Старого Оскола. Он примчал к нам, вообще просто красавец, сел и одним махом допилил до Кавказских минеральных вод. Ну и потом мы, соответственно, все встретились и выдвинулись в Кабардино-Балкарскую республику. Вот Иван Иванов пишет, видно, что похудел. Да, так болезнь чуток потрепала, поэтому и схуднул, и взбледнул. Так, короче, чуток есть такое. Ну ничего, сейчас за зиму отъедимся, я надеюсь. Вот. И, значит, планы у нас были такие. Мы первоначально затеялись, так как, ну, все мы по характеру путешественники, мы сразу определились, что это не будут никакие там пансионаты, отели, гостиницы, это будет однозначно кемпинг, открытый воздух, так как конец лета, начало осени у нас на Кавказе всегда сухая и теплая погода, и, ну и сам Бог велел закрыть, скажем так, вот этот летний период именно кемпингом, именно палатками. Значит, у нас две были точки, мы их рассматривали, поляна Джилусу, ну, потому что сама поляна по себе, там в ней ничего сверхъестественного нет, но дорога до нее является одной из самых красивейших дорог России. Вот, всем советую по ней прокатиться, кто еще не прокатился. Мы рассматривали это направление и рассматривали ущелье Адырсу, это в Кабардино-Балкарии. У меня на канале есть видеоролик, он висит как раз-таки на главной странице, очень он мне нравится, это была душевная поездка. Вот, и все-таки мы тем составом, которым определились в конце, вот эти 4 человека, мы решили ехать в ущелье Адырсу. Самое интересное, что чем отличается это ущелье своей крутостью, ну, во-первых, там на высоту вы поднимаетесь, там почти 2500 метров над уровнем моря, и плюс ко всему, чтобы туда попасть, вы поднимаетесь на рельсово-канатном подъемнике, такой на платформе, вот, ну, конечно, из-за нее тоже поехали.
Но дело в том, что в начале сезона на этой платформе произошел несчастный случай. Там девушка не учла все меры безопасности, сорвалась на машине там в пропасть, с него разбилась насмерть. В общем, вначале вроде там это дело все порешали, но потом были слухи, что как вроде рельсово-канатный подъемник этот остановил свою работу. Но я позвонил своим друзьям в Кабардино-Балкарию, там они непосредственно имеют отношение к этому месту, они вроде как позвонили, говорят: Максим, приезжайте, все работает, все нормально. Это буквально было там за 3 дня до нашей встречи. Ну и что вы думаете, мы собрались на Ковминводах, закупились мясом, закупились водой там, ну и всем необходимым для нашего времяпрепровождения. Кстати, огромное спасибо Андрею вот с Пятигорска, парень, он вообще поехал на машине и привез, ну, вообще просто невероятное количество там и дров, и всего на свете, что сделало наш кемпинг, ну, просто вообще лакшери незабываемым, крутым. И мы, значит, подъезжаем к этому рельсово-канатному подъемнику, а он, значит, опечатан, закрыт, все, мы начали выяснять, дозвонились до начальника канатной дороги, он говорит: друзья, извините, ничего не могу поделать, но приехала там то ли Следственный комитет, то ли прокуратура с Москвы, и вот это дело опять, значит, о гибели этой женщины возобновили. И суть в том, что сейчас рельсово-канатный подъемник закрыт, он опечатан и не работает. Сколько это продлится, неизвестно. Наверное, пока будут идти следственные какие-то мероприятия и все остальное. Но, тем не менее, те, кто собрался вот, ну, сейчас осенью прокатиться в ущелье Адырсу, знайте, что этот рельсово-канатный подъемник не работает и никто вас поднимать не будет, опускать. Туда проход открыт, можно подняться вот эти вот 100 ступеней пешком, но, соответственно, сколько вы там с собой сможете унести, непонятно, и как потом еще по ущелью 14 километров добираться наверх тоже, ну, как только пешком, наверное, да, ну или договариваться с альплагерем Улутау, чтобы оттуда высылали для вас какую-то машину. Ну, соответственно, друзья, учтите, что если поедете в это ущелье, то там будут вот такие нюансы, пока там не разберутся они, кто прав, кто виноват, и канатная дорога это не возобновит свою работу. Ну, соответственно, мы-то не сильно расстроились, но нет так нет, что поделать. И вспомнили мы с Андреем, что дальше это мы находились в Баксанском ущелье, и из него ведет дорога уже в ущелье Адырсу. Мы вспомнили, что выше по Баксанскому ущелью, уже туда ближе к самому к Эльбрусу, к подножью, там есть еще одно ущелье. Если это называлось Адыр-Су, то называется Адыл-Су. Оно тоже такого же плана, тоже протекает река по одноименному названию с ущельем, точнее, скорее всего, ущелье берет название от названия реки, а также оно идет по направлению в сторону Большого Кавказского хребта и границы с Грузией, но оно более короткое, там нету контрольно-пропускного пункта пограничного. Точнее, как сказать, там стоит КПшка, я обратил внимание, есть шлагбаум, все, и то ли сейчас она не работает, то ли она в какие-то периоды года работает, но тем не менее мы проехали. Проехали практически до самого конца ущелья. Надо сказать, что оно намного короче, чем ущелье Адырсу. Если в Адырсу ты поднимаешься на рельсово-канатном подъемнике и потом едешь 14 километров в гору, то там мы проехали, я не знаю, ну, может, километров 5-7, и все. По сути, полноценные дороги заканчиваются. Дальше идет такая грунтовочка вдоль реки из крупного булыжника, но она, наверное, больше подходит не для наших там тяжелых мотоциклов, а для каких-то легких эндуро. Но дальше уже стоит шлагбаум, и чтобы проехать дальше, там, я как понимаю, начинается уже 5-километровая зона, там нужно брать разрешение у, там, то ли у пограничников, то ли у ФСБшников. В общем, люди, которые были на поляне, там, где мы отдыхали, мы с ними разговаривали, они, значит, рассказали нам о том, что они за 2 недели подавали заявки, чтобы туда попасть. Ну, можно уточнить информацию в интернете. Насколько я знаю, если вы приходите на какую-то альп-базу или на какой-то альп-лагерь и покупаете, грубо говоря, там за 150 или за 300 рублей вот эту вот возможность пройти маршрутом, то вам автоматически дается пропуск, и вы имеете право находиться в этом ущелье. В общем, кто захочет подниматься выше шлагбаума, знайте, что вам нужен будет пропуск, и позаботьтесь о том, чтобы его получить либо через погранцов, либо уже на альп-лагере.
Ну и по сути там мы и Алексей Гоненко, привет. Всем привет, Алексей. Тебе тоже привет. Значит, там мы, собственно, в пойме реки Адылсу мы и стали. Ну, надо сказать, что виды там не менее крутые, чем в Адырсу. Адырсу круче, знаете, чем? Что вы в конце ущелья попадаете на такое расширение, на такое плато, и там еще огромная красавица гора Улутау стоит, вы ее видите, она очень красивая ночью. А Адылсу, оно больше красивее самой рекой, потому что там довольно-таки глубокий срез поймы реки, там огромные валуны такие, видно, что их природа туда понакатила, и даже видно там посреди реки на этих валунах лежит какая-то то ли иномарка, то ли какая-то машинюшка такая легковая, видно, что ее с каким-то селевым потоком вот так вот перемотала там с камнями, она вся раздолбанная лежит, видать, кто-то неудачно ее припарковал или просто сель сошла не вовремя. В общем, я надеюсь, там никто не погиб, но машинка там уже восстановлению не подлежит. И, скорее всего, поэтому никто ее из реки оттуда и не достает. Место там классное, можно заехать на машине. В принципе, ну, если аккуратненько, то, наверное, даже можно и на какой-нибудь легковушке доехать аккуратно, ну, лишь бы клиренс был не сильно низкий. Ну, вот с нами ехала вот такой кроссовер, с нами ехал Suzuki Grand Vitara, он там проехал без проблем. Но мы, соответственно, на своих мотоциклах тоже проехали без проблем. У нас было два супертенери, мой и уже обновленный супертенери. И с нами была Honda Transalp, вот Виктор был на ней. Вот. И, кстати, Алексею еще надо отдельное спасибо сказать. Когда мы возвращались обратно, мы с ним договорились, я буквально там, километров 2-5 проехал. У него версия XT1200ZE уже с электронными подвесками, обновленным мотором. Мне же все хотелось попробовать, лучше ли стал, интереснее ли стал мотор после обновлений. И вообще мотоцикл уже нового, скажем так, витка. И, признаюсь честно, мне понравился. Мне понравился мотор. Вот если сравнивать с первым поколением Super Tenere, мотор стал более эластичным. Он стал тише, чем мой мотор. Ну и такой он стал помягче, поприятнее. Ну, конечно, за 5 километров там я не готов давать таких полноценных оценок каких-то, но однозначно мне он понравился, и я теперь буду искать возможность потестировать новый Super Tenere. Мне бы этого очень хотелось, потому что все эти тесты, они рано или поздно приведут, наверное, меня к смене мотоцикла какого-то, возможно, и мне хочется понюхать все, а потом уже определиться. Ну и, собственно, мы стали, значит, это была суббота. В субботу вечером мы стали в ущелье Адылсу, жарили шашлык, палаточки. Ну, вообще просто изумительное место. Плюс ко всему там есть деревянные мосты подвесные, можно перейти на ту сторону реки, там есть беседочки, там есть такие места, оборудованные для палаточных городков, для кемпинга. Ну, в общем, супер. Супер, все классно, людей немного было, очень хорошо, нам понравилось, как бы мы время провели шикарно. Значит, по итогу, что могу сказать? По итогу нашей вот такой вот небольшой, но дружной кампании мы пришли к следующему. Фразой этого вечера мне запомнилась фраза о том, что когда я ребятам рассказывал, что я когда путешествую, и меня кто-нибудь останавливает, там, или я где-нибудь останавливаюсь, мы с кем встречаемся, общаемся, мне когда вопрос задают, ты откуда едешь, я всегда говорю, что я еду из дома. А когда спрашивают, куда я еду, я тоже всегда говорю, что я еду домой. Ну, соответственно, мы так пофилософствовали немножко у костра, там, за чашечкой коньяка и чая, там, кто что пил, и пришли к тому, что вот мы такие путешественники, которые всегда ездят от дома к дому, у которых есть берег. Знаете, как есть люди без берега, а мы все-таки люди с берегами, и мы хотим возвращаться к своему берегу. Соответственно, ездим всегда в путешествие за новыми впечатлениями, за новыми знакомствами и за теми эмоциями, которые потом остаются с нами навсегда. Именно такой же была эта поездка, эта встреча, и мы решили делать ее ежегодной. Но, во всяком случае, тем вот маленьким составом в 4 человека, я думаю, мы однозначно постараемся поддерживать отношения в течение года и в следующем году также проводить лето, наверное, будем каждый год выбирать какие-нибудь новые ущелья, новые интересные места на Кавказе. В этот раз это была Кабардино-Балкария, возможно, в следующий раз это будет Осетия Северная или все-таки в сторону Джилусу поедем или еще что. Кстати, надо сказать, что Виктор и Алексей, они же
Виктор уже бывал, Алексей не бывал, у них был еще понедельник в запасе. И в воскресенье мы, когда возвращались с ущелья Адылсу, я поехал домой, потому что в понедельник надо было выходить на работу и все остальное. А ребятам еще повезло, у них был денечек в запасе, они еще поехали, переночевали и в урочище Джилусу, поэтому у них две были крутые ночевки, так что я им белой завистью немножечко завидую. Они вообще круто проводили лето. Вот, насколько я понимаю, все сейчас уже дома добрались и отдыхают. Давайте теперь, в общем, если есть какие-то вопросы по поводу нашего мероприятия или дальнейших мероприятий, которые я планирую теперь собирать ежегодно, задавайте в чате, постараюсь на них ответить. Ну вот так, если коротко, я думал об этом. Я буду всем нам предлагать сохранять формат именно встречи друзей. Никакого-то там байк-шоу, никакого-то мероприятия с какими-то там концертами и лозунгами, а именно встречи соратников. Такое слово я вспомнил, интересное тогда месяц назад, но мне так нравится. Если вам нравится, поддержите. Давайте, пускай это будет встреча соратников, встреча единомышленников, людей, которые именно путешественники. И все-таки это будет встреча не... Вот просто изначально, как вопросы задавались, там, когда устроишь встречу подписчиков? Ну, это как бы вроде встреча людей, которые подписаны на меня. А мне очень хочется, чтобы это была встреча людей, объединенных единым вот этим вот, вот этой идеей путешествий, путешествий на мотоцикле, одиночных, групповых путешествий. И вот эти вот все сборища нам помогут вообще обзавестись новыми друзьями. Вот я по итогу там этого вечера понимаю, что у меня теперь есть всегда кому позвонить, если я буду ехать в Ростов, в Ростовскую область, и теперь понимаю, что в Старый Оскол я могу всегда приехать, позвонить, Алексея встретить. Ну, это круто, много чего друг от друга узнали, много чего друг другу рассказали. Поэтому давайте попробуем в следующем году собраться уже большей компанией и увести с собой больше контактов, таких же интересных людей, как и мы. Вторая тема, которую, или третья уже тема, которую я хотел сегодня затронуть, это мой ремонт, точнее большое техобслуживание моего супертенери. У меня ничего не сломалось, все работает, но вот мы как бы в комментариях там с людьми общаемся и так говорили о том, что у меня у мотоцикла уже почти там 76 или 77 тысяч пробега, к 80-нику он уже подбирается. И я потихонечку понимаю, что там какие-то вещи уже нужно заменять, ремонтировать, значит. И я поназаказал себе запчастей потихонечку за лето. И сейчас расскажу вам, что я планирую с мотоциклом делать, что я планирую на нем менять. Соответственно, каждую из агрегатов и деталей, которые я буду менять, я постараюсь снять такое же видео, как я недавно снял про замену сальника в кардане. Вот. А вы плюсом попутно, сейчас я буду рассказывать, напишите, подскажите, что бы вам еще показать более детально там в супертенере, может быть, какие-то агрегаты, как я их обслуживаю, как они разбираются, как собираются. Особенно вот у меня есть на канале, я знаю несколько ребят, которые купили тенери там полгода назад, год назад, кто еще там не везде лазил. Возможно, для вас это будет полезно и интересно, а мне как бы несложно. Я уже там весь мотоцикл практически изучил. На камеру для вас что-то разберу, покажу, смажу, там ревизию сделаю, а вы уже будете завтра знать, куда лезть, а куда не лезть. Значит так, на супертенере. Ну, давайте начнем с двигателя. У меня уже лежат, я закупил полностью комплект под замену. Это значит моторная цепь, натяжитель цепи, успокоитель цепи, ну и башмак, соответственно. Вот. Все это я брал на сайте megazip.ru, ссылочку потом оставлю в описании. Там есть прям такой классный, удобный раздел супертенери. Ты прямо там, вот у меня, я вам показывал, у меня есть мануал такой бумажный, а там, по сути, такой же мануал электронный, ты там просто находишь агрегат, который тебя интересует, и прям четко по ВИН-номеру выбираешь свою запчасть. Причем, что мне понравилось, вот, допустим, у меня, я сегодня об этом говорил, у меня Yamaha Super Tenere первого поколения. А те, кто владеют Yamaha Super Tenere, вы знаете, что потом, по-моему, с 2014 года или с 2015 года мотор был переработан, и в том числе был доработан вот механизм натяжителя цепи ГРМ. Коротко расскажу, в чем фишка. Вот у меня натяжитель цепи ГРМ, он гидравлический, работает от давления масла.
И вот когда я завожу мотор, давление масла пошло, у меня натяжитель вышел, да, и давит на цепь. Но когда я глушу двигатель, и давление масла в системе падает, натяжитель цепи медленно, чем дольше мотоцикл стоит, тем медленно он отходит назад, как бы в свое там, нулевое положение. И когда у вас уже все это, вот как у меня, уже больше там 50 тысяч пробега, там почти 80, все это уже там, понятное дело, имеет какие-то люфты и технологические зазоры. Когда мотоцикл долго стоит, и ты его на холодную заводишь, у тебя цепь не натянута, и вот в самом начале есть такие звуки, знаете, как лязгание, в общем, от моторной цепи, но они буквально сразу же там через 3-5 секунд пропадают, потому что гидравлика давит, все начинает работать, но тем не менее, во-первых, этот звук немножечко напрягает вот этого, когда ты холодный мотор запускаешь, а во-вторых, ну, вот на форумах тоже многие ребята пишут, что когда натяжитель перестает нормально работать, соответственно, могут быть такие моменты, как и проскакивание цепи ГРМ, ну, соответственно, у вас там фазы газораспределения собьются, и вы вообще можете мотоцикл не завести. Причем, вот поделюсь с вами информацией, очень интересно как-то устроена эта все жизнь, я имею в виду с точки зрения использования мотоциклов. Вот у меня у мотоцикла 77, кажется, тысяч пробега, там 76-77. И я только лезу менять натяжители цепь, потому что мне не нравится звучок. Никаких других проблем, слава богу, у меня с этим узлом не было. А вот один из моих зрителей, ребят, который, кстати, собирался из Оренбурга, он собирался ехать на нашу встречу соратников, он как бы писал мне, расстроился, не смог поехать, потому что у него мотоцикл не завелся. У него Yamaha Super Tenere тоже первого поколения, но у него там пробег то ли 14, то ли 24 тысячи, ну, в общем, до 30 тысяч километров пробег, и у него развалился этот натяжитель, цепь перескочила, как бы, и вот такая беда произошла. С чем это связано, непонятно, то ли, может быть, заводской какой-то брак, а может быть, там масло не то лили, потому что он не первый хозяин, как я понял, но, тем не менее, я всем всегда, все говорят, там, когда обслуживают супертенери, ну, вот я по своему опыту всегда говорю, что не хрен туда лезть. 50 тысяч можно точно кататься и ничего не делать. Ну, там только если сальники, вилки или карданы потекут, то их заменить. Потому что они до 50 тысяч обычно текут. Вот, ну вот с цепью ГРМ вот такой вот нюанс. Соответственно, раз я полезу в мотор, буду менять цепь и буду ставить уже натяжитель нового образца. И вот когда на Мегазипе я выбирал, он тебе сразу предлагает, там есть натяжитель старого образца, есть натяжитель нового образца. Чем круче натяжитель нового образца, вот с нового мотора, обновленного на Yamaha Super Tenere. Вот этот вот самый натяжитель, который у меня при падении давления в системе, он отходит назад. На новом моторе он так не делает. У него там какая-то зубчатая система, и вот, грубо говоря, куда его выдавило, обратно он не возвращается. Соответственно, там вы поездили 10, 15, 20 тысяч, там цепь подрастянулась, он вышел еще чуть-чуть дальше натяжитель, соответственно, там на еще один зубок перескочил и обратно уже не уйдет. И всегда, когда вы заводите, получается, новый мотор на обновленный, у вас всегда цепь в натянутом состоянии, у вас вот этого лязгания не будет. Вот. И, соответственно, раз я полезу туда, по-любому там у меня и валы будут рядом, я проведу ревизию своих свечей зажигания, несмотря на то, что у меня стоят иридиевые свечи, они там вообще по 200 тысяч ходят. Вот. Но, тем не менее, посмотрю колодцы, посмотрю свечи состояния и сниму клапанную крышку, посмотрю зазоры клапанов, потому что я этого никогда не делал. Признаюсь честно, меня никакие звуки не тревожат. Ну, на первом поколении Yamaha Super Tenere там мотор и так гремучий, и то ли из-за его гремучести я не слышу, чтобы у меня там были какие-то вопросы по клапанам, то ли там все нормально. Но в любом случае за почти 80 тысяч зазоры поменялись. Я хочу посмотреть, в какую сторону они изменились. И, соответственно, если они вышли за какие-то рамки доступов, каких-то допусков, я буду это дело регулировать. Там попрошу друзей, которые больше меня понимают в этом деле, и с их помощью, и с Божьей, мы отрегулируем еще и клапана на моторе Super Tenere. Соответственно, чтобы туда добраться, я буду снимать весь пластик, буду снимать дуги, скорее всего. Возможно, я дуги отнесу свои на пескоструй и освежу, покрашу их заново в черный цвет, потому что, ну, они в принципе выглядят неплохо, но есть уже там царапки, где-то я там их, ссадинки какие-то, где-то я там что-то просверливал, когда-то крепил, и, соответственно, ну, возможно, чуть-чуть примарафечу там боковую лапку, дуги покрашу и все остальное.
Вот. Следующим таким большим агрегатом, который я собираюсь отремонтировать, едут уже у меня запчасти, это рулевая колонка Super Tenere. В общем, сейчас расскажу, что произошло. Вот как я-то в основном езжу прямо, вот руль когда стоит прямо, вот когда я его начинаю туда-сюда вращать, я чувствую, что ровно, когда вот руль у меня ровно, у меня появилось такое легкое закусывание руля. Соответственно, кто когда-то разбирал советские мотоциклы, вы помните, что там это такая извечная проблема, потому что там мотоциклы ездили там десятилетиями. В общем, в рулевой колонке есть рулевые подшипники вверху и внизу, они стоят, там есть такие вот колодцы, и внутри там насыпные в основном шарики. Но я думаю, там такая же система, вряд ли там ролики. И, соответственно, со временем вы же большее количество в основном всех ударов и ям вы принимаете, когда у вас руль ровно, ну и постоянно удар в одно и то же место, и вот эти вот шариковые подшипники, они набивают в этой каретке себе такую ложбинку, и, соответственно, потом в этом месте появляется закусывание. Поэтому буду менять эти подшипники. Я туда внутрь не залазил, ревизию не проводил, но понимаю, что это 100% причина в них, ничего больше не может давать такие ощущения закусывания руля, поэтому подшипники уже ко мне едут, и я их, скорее всего, заменю, потому что, ну, 99,9% причина в этом. Соответственно, все это сниму, покажу вам, будете понимать, что там происходит, грубо говоря. Вот, ну, конкретно в моем случае произошло уже ближе к 80 тысячам. Посмотрим, чего там с подшипниками. Пока будет разобрана рулевая, соответственно, чтобы все это разобрать, мне нужно снять переднее колесо, отсоединить перья. Вот, вилку трогать не буду, с ней все нормально. Я поменял еще на 30 тысячах тогда сальники, поставил ТР-1, и они ездят прекрасно, не текут. Вот, пока все это будет разобрано, я еще хочу разбортировать переднее колесо свое и отвезти ребятам в Ставрополь, у них там мотосервис, чтобы они мне его немножечко подправили, передний диск. Потому что каждый раз, когда я бортирую, вот я часто меняю резину, вы обратили, наверное, внимание, то на тест какую-то ставлю, то еще что-то. Я обратил внимание, что задний диск вот за эти 80 тысяч пробега у меня в принципе идеальный. У него никаких там люфтов и гуляний нету. Он, ну, вообще там какой-то минимум там грузиков мы всегда вешаем. И то это больше, наверное, вопросы к резине. А вот передний диск у меня уже чуть-чуть гуляет, чуть-чуть деформировался. Соответственно, я в теории понимаю, как выпрямить спецованный диск, да, но этот диск не только спецованный, он еще и алюминиевый. И, короче, не хочу этим, честно, заниматься. Я лучше отвезу ребятам, которые это делали уже много раз, и я уверен, руку набили, в Ставрополь отвезу, заплачу им деньги, они мне, соответственно, выровнят там до идеала или почти до идеала мой передний диск, чтобы у него было меньше люфта, потому что, ну, со временем все равно это все ведет к разбиванию ходовой и вообще, в принципе, к дискомфорту. Поэтому вот, соответственно, будет этот еще нюанс. Так, почитаю комментарии, что пишут. Так, так. Всем, вот Натаныч пишет, всем добрый вечер. Алексей Гоненко, встреча без мохито и негритянок. Ни негритянок, ни мохито не было, но что вспомнить, вполне было классно. Так, Владимир Кириллин, привет. Как зажатые и не будут греметь? Обычно зазор в минус там уходит. Ну, вот я не знаю, что там будет с клапанами. Ну, мы посмотрим. Возможно, просто я уже говорю, прислушался к своему мотору за годы использования, и просто уже этот грохот, ну, я его не слышу. Ну, вот полезу и по итогам все вам покажу, какие были зазоры, и вообще мы поймем, можно ли было проездить почти 80 тысяч и ни разу не регулировать клапана. Потому что я когда многим людям говорю, вот говорю, я проехал 77 тысяч, и на супертенере ни разу не регулировал клапана. Все хватаются за голову, говорят, ты что, мы каждые 10 тысяч регулируем, там, а мы каждые 15 тысяч. Но я вот ни разу не регулировал. Ну, посмотрим, к чему это привело. Опыт тоже будет и у меня, и у вас. Покажу, расскажу, будем знать там, вообще допустимо такие пробеги без регулировки клапанов или нет. Так, в рулевую можно и лучше поставить роликовые. Владимир, но я не буду экспериментировать с подшипниками. Я тоже, кстати, вот мы с ребятами обсуждали эту тему по поводу того, какие туда ставить подшипники. Подшипники, которые ставил завод-изготовитель, или там просто пойти подобрать такие же по размеру. Я считаю, что вот установленные заводом подшипники,
которые у меня прошли уже почти 80 тысяч, и только-только у меня появился какой-то намек на закусывание, при учете, что я супертенере эксплуатирую далеко не по ровному асфальту постоянно, я какими только дорогами не ездил. Я считаю, это нормальный показатель, и если я сейчас поменяю подшипники на новые, и у них еще ресурс 80 тысяч, но я думаю, на мой век этих подшипников должно хватить, поэтому экспериментировать не хочу, поставлю оригинал, смажу, соберу аккуратно, и хай ходит. Вот. Значит, Юрик, здравствуйте, хорошего стрима. Юрик, спасибо, тебе тоже большой привет, спасибо за пожелания. Вот, соответственно, если будут у вас какие-то пожелания по поводу чего еще снять, показать, буду снимать, показывать. Ну вот, в принципе, я думаю, это уже интересно. Вот такие вот 3-4 даже больших направления. Это моторная цепь, это клапана, это рулевая колонка и, соответственно, передний диск. Поснимаю, как ребята будут его выравнивать. Возможно, кто-то потом захочет это сам сделать в гаражных условиях своими руками. Но опять же, вот я говорю, вот есть вещи, за которые я берусь с удовольствием, а есть вещи, которые я делать не хочу. Вот править диски я не хочу этим заниматься. Эти спицы это не мое, вот эта натяжка, их перетяжка. В общем, это я делать не буду. Ну и, соответственно, я понимал, что если я сейчас поставлю в ближайшее время Супер Теннере на ТО, разберу его, ездить он не будет. У меня уже в этом году никаких дальних больших путешествий не планируется по ряду причин, потому что, во-первых, уже закончились отпуска, положенные мне. Беру небольшой последний отпуск я в сентябре, но он будет посвящен моей семье, как я им и обещал. Это первый вопрос. Второй вопрос. Финансы тоже не бесконечные, я не могу себе позволить путешествовать бесконечно. И вот вопрос по здоровью, потому что все-таки как ни крути, врачи мне сказали, что пока что сильно выежкиваться не надо. Надо все-таки чуть-чуть себя заняться своим здоровьем, там, восстановиться и как бы не выпендриваться. Короче, поэтому будем гулять по парку, оздоровляться и сильно нагружаться не планируем. Вот. Поэтому мотоцикл будет стоять разобранный, но по катушке на работу каждый день для отведения души перед зимой никто не отменял. И плюс здесь, возможно, по месту куда-то прокатиться все-таки будет хотеться, поэтому будем использовать мой горный мотоцикл Suzuki DRZ 400. Есть один интересный маршрут, который мы хотим пройти с товарищем, пока тепло. Пока тепло, это, соответственно, 3 перевала у нас есть интересные. Они идут один за одним, и пересекая перевалы, ты переезжаешь из ущелья в ущелье. Вот первый перевал я вам показывал, он называется перевал Шаукам. Есть ролик на канале, вы переезжаете от поляны Джилусу в Баксанское ущелье. Вторым перевалом будет из Баксанского ущелья перевал Актопрак. Он идет из Баксанского ущелья в Чегемское ущелье и туда приходит. И третий перевал, вот ищу свою записную книжку, чтобы не соврать вам и сказать, как правильно называется третий перевал. Сейчас, друзья, прошу прощения. Вот. И третий перевал, он идет уже из Чегемского ущелья в ущелье Бизинги. Он называется перевал Кышлык. Все эти перевалы, они, значит, на высоте там 2900, 2800, 2700. Интересные перевалы. И мы попробуем пройти эти 3 перевала за один день. Ну, на легких мотоциклах. Я на DRZ и товарищ на баджи будет. Вот если все сложится, мы еще вот обязательно такой маршрут постараемся пройти в этом сезоне. А мой друг оставил мне на зимовку мотоцикл Honda Goldwing 1800, 40-я юбилейная серия. У него в этом году не получилось на ней покататься. На зимовку он часто ставит ее у меня. И он говорит, помимо того, что он у тебя будет стоять на зимовке, еще говорит, я тебя прошу, покатайся на нем, потому что, ну, ненормально, что мотоцикл стоит, не ездит, надо хоть горшки ему продуть, там, чтобы он поработал, поездил. Ну, как раз все совпало, у меня нету мотоцикла мотаться там здесь по месту, соответственно, будем гонять целый месяц, а то и 2 на голде, пока погода позволит. Интересный будет такой опыт. Я до этого ездил на этом мотоцикле, ну так, 1-2 раза, вот, а теперь будет целый месяц. Не знаю, там, влюблюсь ли я в Honda Goldwing, наверное, нет. Я, в принципе, понимаю, что меня ждет, но, тем не менее, попробую снять такой небольшой обзорный ролик на этот мотоцикл, тем более он уже старенький. Интересно будет посмотреть, что с ним произошло за эти годы. И расскажу об ощущениях
каково это, ездя уже 10 лет на тур-эндуро, сесть и начать ездить на вот этом, на диване, на этом кабриолете. Вот, ну, постараюсь вам все это передать, рассказать. Вот, и, кстати, по поводу зимовки мотоциклов, в этом году столкнулись мы с одним парнем, который тоже зритель мой, подписчик. Он, соответственно, да, спасибо, я вижу, мне тут подсказывают. Вот, он, соответственно, мне подсказал, извините, подсказал, он, соответственно, меня попросил, парень из Санкт-Петербурга, он приехал, у него, если не ошибаюсь, что у него там, ГС 800 или что-то такое, я, если честно, даже не вникал, еще не смотрел, мотоцикл его уже у меня стоит в гараже, ну, так, я не понял, поставил и стоит в углу. Короче, он путешествовал по Кавказу и говорит, мне не хватает одной поездки, у меня, говорит, очень много маршрутов, но тоже отпуск, и, говорит, попросил меня, можно, говорит, я оставлю мотоцикл у тебя на зимовку, потом еще приеду в октябре, недельку покатаюсь, и потом опять оставлю на долгую зимовку, приеду уже по весне кататься. В общем, мы с ним договорились там об условиях хранения его мотоцикла, и он его оставил у меня. Поэтому имейте в виду, если вдруг у кого-то будут тоже такие планы долгих путешествий по Кавказу, а мотоцикл гонять через всю страну неудобно, если что, сможем приютить вас, разместить, мотоцикл поставить ваш есть куда. Так что имейте в виду. Вот. И, соответственно, по Honda Goldwing, если есть у кого-то какие-то вопросы или кто-то присматривается, пристреливается к этому мотоциклу, можете мне написать куда-нибудь потом или комментарий к этому видео или там в личку куда-то, чего вам рассказать про Goldwing. Постараюсь в обзоре это рассказать, показать, ну и, возможно, отвечу на какие-то ваши вопросы, которые у вас в голове есть. Так, и теперь давайте вот по мелочам в конце. АДВ Кремия присоединился. Привет. В Крым не поедешь? Слушай, я не знаю, честно, Анатолий, я не знаю, поеду или нет. Предлагал семье поехать на море, но что-то в этом году, по-моему, мы на море не поедем. Тут по разного рода обстоятельствам. Если, может быть, шальная пуля в голову залетит, может быть, семья меня отпустит на выходные на какие-нибудь, я и смотаюсь в Крым, я бы, наверное, хотел бы в конце сезона прокатиться до Крыма и обратно. Были такие мысли в голове, но пока ничего тебе сказать не могу. Если поеду, обязательно сообщу тебе и, даст Бог, может, свидимся, кофе попьем с тобой. Кстати, да, вот тебе отдельное спасибо за твой совет в начале сезона еще по поводу еды кранидов. Ты, если смотришь мои ролики, как и я твои, обратил внимание, что в этом сезоне, в этих путешествиях я перешел существенно на кранидов. Мне это дело понравилось. И я теперь вот как основные блюда их использую. Я, короче, хотел как бы проэкспериментировать со всеми блюдами, и я, короче, заказал у них здоровенную коробку, все, что вот на сайте блюда были, я все их заказал, и вот до сих пор никак не могу их все доесть. Пробую, уже для себя определил, что у них самое вкусное, буду теперь заказывать то, но тем не менее понимаю теперь вкус всех блюд. Так, кто еще пишет? Так, Сергей, Максим, приветствую. Желтый 650 ГС. Вот, скоро приеду, смотрю стрим. Это вот Сергей, о котором я говорил. Он оставил мне мотоцикл, улетел в Санкт-Петербург. Ждем его обратно, будет катать по Кавказу. Я же говорю, да, я подошел, увидел, что ГС, только вот по кубатуре там не успел понять, что за мотоцикл. Вот. Ну, мы твой мотоцикл охраняем, все, блюдим за ним. Так что не переживай, он тебя ждет. Стоит в целости и сохранности под камерами, как ты его и поставил. Так, значит, ДВ Кривет, да, ты видел, он мне пишет, я видел. Иван Иванов, на Хонду интересно было бы посмотреть обзорчик. На Хонду Goldwing сделаю большой обзор. И, кстати, я должен сказать, что у меня уже отснят материал. Помните, на прошлом стриме я вам показывал, у меня за спиной стояла Honda Africa Twin. Отснял я очень много материала про нее, доберутся руки, обязательно соберу, выложу на канал. Но, друзья, вот так как вы меня смотрите, сейчас не ленитесь, вот сколько нас человек, я вам одним из первых расскажу, что Honda Africa Twin оставил очень-очень-очень двоякие впечатления. Очень двоякие впечатления, очень много положительных и есть ряд отрицательных. Ну вот такой яркий момент я вам расскажу буквально. Когда мы вернулись вот со встречи соратников,
Хозяин этой Африки Твин, ну, я тогда откатался на ней, ему отдал все в целости и сохранности. Хозяин Африки Твин звонит мне и как бы говорит: Макс, сейчас я тебе расскажу, что со мной случилось. В общем, я вам потом в этом обзорном ролике добавлю эти фотографии, которые он переслал мне на WhatsApp. Но суть в том, что он ехал на Африке Твин, которая создана для путешествий, внимание, да, вы знаете, что у нее спецованные колеса, бескамерная резина, сделано там это так же, как сделано на BMW GS, спицы уходят в бока дисков. В общем, Honda Africa Twin с одним пассажиром, совершенно не груженный, без кофров, на скорости 80 км в час в городе въехал вот в такую ямку. Глубина ямы, ну, 3 сантиметра, может быть, не больше. Ну, может быть, там, ну, 5 даже не было, 3, наверное. Ну, вот фотография есть, я вам ее покажу, вы оцените. 2 диска в хлам. Ну, как это может быть? Вот я, если честно, не понимаю. Мотоцикл стоимостью больше 1,5 миллиона на скорости 80 км в час, турист убивает 2 диска. Первый диск, значит, колесо не спустило, но там видно, что алюминий порепался в районе спицы, видно, что алюминий подогнуло. А задний диск, там вообще замятие, и колесо спускает. Я сейчас, кстати, чтобы не быть голословом, я вам сейчас фотографию покажу, я думаю, камера ее увидит. Что случилось с этими дисками? Но это просто, друзья, трэш, и мы голову ломаем, мы не можем понять, как вообще такое могло произойти. Вот вам яма, я не знаю, видно ее или нет. Ну, видно хреновенько, но видно. В общем, вот эта яма, она небольшая. А вот что стало с диском. Ну, вот, я думаю, вы видите, да? Ну, короче, замятие, колесо спустило. Это вообще что такое, я не могу понять, как это произошло. Мотоцикл, повторюсь, был не груженный, скорость 80 км в час. Диск убит. Вот вам Honda Africa Twin. Хотя от многих людей в интернете они нахваливают эту Африку Twin и говорят, что они ее загоняют там в разные жесткие дебри, и куча обзоров снята на то, что она вытворяет, это Африка Твин. Ну, то ли, может быть, какой-то единичный случай брака, то ли хозяин что-то не договаривает. Ну, я не думаю, что он фантазирует, какой смысл. Ну, вот, в общем, вот такая фигня с этой Африка Твин случилась. Так, значит, поэтому, да, вот Иван Иванов, будет, получается, 2 обзора на Хонду будет в этом сезоне, вот на Африку Твин и на Goldwing 1800 будет с такими, я постараюсь, скажем так, максимально проживать этот мотоцикл, прочувствовать его, прожить с ним больше месяца и постараюсь рассказать вот свои ощущения от этого кабриолета. Так, значит, Сергей пишет, разве перевал Кышлык Чегеджагара, там, если не путаю. Слушай, Сергей, я вот специально для себя выписал, потому что я смотрел по координатам, по топографическим картам, там идет река из Отель-Тюбюл в сторону Безинги. Идет река Кардан называется. И вот вдоль этой реки начинается перевал Кышлык. Я специально для себя выписал. Ну, опять же, информация пока не проверенная. Поеду там у местных, у пастухов, поспрашиваю, посмотрю. Но вот пока что у меня такая информация. Координаты посмотрел, карту в Locus Maps накидал, поэтому попробуем, пройдем его, потом с тобой поделюсь, или может ты там раньше меня пройдешь. А может вместе получится пройти, посмотрим, в общем, как по времени будет. Так, значит, Иван Иванов, даже огромные ходы подвески не помогли. Да, не помогли ходы подвески эти, причем ходы подвески там очень существенные, и он клюет, как зараза, этот мотоцикл. И хозяин говорит, я переживаю, что я типа ехал в настройки драйв, и вот надо было ехать в настройки эндуро. Я говорю, слушай, но ты же не будешь всю жизнь ездить по городу в настройки эндуро, да и даже в настройке драйв мотоцикл плавает, у него длинные подвески. Я вообще не понимаю, как это произошло. Но может со временем понимание какое-то придет, он мне расскажет. Он написал, точнее не написал, он позвонил в Хонду, говорит, были ли какие-то отзывные кампании у Хонды по поводу дисков или, может быть, были бы жалобы. Ну, они вроде говорят нет. Вот надо написать ребятам. Есть в Ростове один товарищ, который уже давно ее эксплуатирует, но у него только положительные отзывы. Он на ней мотался там на полуостров Рыбачий, куда только не фигачил на ней, и все там шикарно. Черт его знает, как это получилось. Давление. Вот, кстати, вы пишете по поводу... Так, давление было низкое в колесах.
Возможно, мы с ним этот вопрос обсуждали, но давление последний раз, он так не регулировал, говорит, но давление последний раз регулировал ему я, когда я катался на мотоцикле. И когда я на нем катался, я делал перед, вот как там было написано на раме, там, если не ошибаюсь, ну могу уже сейчас ошибаться, но в общем там 2,2 перед, 2,5 зад, или там 2,3 перед, 2,5 зад, что-то такое. В общем, заднее колесо он уже после того, как влетел в яму, конечно же, померить не смог, потому что колесо заднее спустило. А переднее колесо, на котором тоже осталось замятие на диске, оно осталось ровно в том давлении, которое сделал я, когда тестировал. Соответственно, мотоцикл простоял там несколько недель, и переднее колесо не спустило. Может быть такое, что подспустило заднее. Может быть. Ну, я, к сожалению, утверждать это или опровергнуть не могу, потому что он говорит, я сам не знаю. Как бы ехал, говорит, вроде ехалось нормально. Ну, наверное, если бы оно было сильно спущенное, он бы почувствовал. А может нет, черт его знает. Ну, могло и давление, да. Значит так, на такой же Африке в люк влетел открытый. На асфальт давление увеличьте, по грунту уменьшайте. Ну, это понятно. Какая резина стоит? Резина стоит стоковая, Владимир. Резина у него стоит стоковая, если не ошибаюсь, у него стоит Dunlop, по-моему. Ну, это надо видео пересмотреть, могу ошибаться. О, Илья Сычев к нам присоединился. Илюха, привет. Расскажи, как твое здоровье. Потому что Илья, вот, кстати, тоже наш такой добрый, хороший соратник, тоже уже, можно сказать, поддерживает давно и меня, и вообще всех ребят, нашу банду. Ну вот Илья вслед за мной подхватил ковид, и я пошел на поправку, а он, к сожалению, слег. Илюха, привет, расскажи, как твое здоровье вообще, что ты там, как? Так, Владимир пишет, я ставил Continental TKS-70, у нее каркас жестче. Вот по поводу каркаса, Владимир, кстати, я тоже, есть у меня подозрение, что это не отработала резина, потому что, допустим, я, когда сравниваю это со своим супертенери, я на нем в такие ямы влетал, что просто такие были звуки, я останавливался, думаю, ну все, трындец, там, наверное, лопнул и диск, и все на свете. Все целое. Ну, вот опять же говорю, чуть-чуть там гуляет переднее колесо за 80 тысяч, но сейчас, я думаю, мы это поправим. Но я стоковую резину с Super Tenere снял после первой тысячи, наверное, 1002 я проездил, понял, что это хрень, снял ее и начал ездить там на Митас Е10, на Митас Е07, и всегда я брал на свой мотоцикл версии Dakar, у меня с более жестким кордом. У меня всегда спрашивали, зачем ты ставишь версию Dakar. Я говорю, слушайте, но при попадании в яму в какую-нибудь, у меня вот этот вот двойной корд, пускай лучше он отрабатывает, чем у меня будет отрабатывать мой алюминиевый диск. Как ни крути, лучше порвать покрышку, чем изуродовать диск, потому что, покрышка стоит там раз в 5, в 10, наверное, меньше, чем стоит оригинальный диск. Поэтому, возможно, еще что на этой Хонде не отработала и покрышка, и давление, может быть, все вкупе это произошло. Так, вот, Владимир, штатная очень мягкая. Ну вот, скорее всего, Владимир, да, мы об этом с тобой сейчас и говорим, о том, что там резина ни хрена не отработала. Так, Сергей Даньшин пишет, добрый вечер, Максим. Будет возможность побывать в Крыму, можно было бы организовать встречу с соратниками. Был бы рад познакомиться, пообщаться. Может, еще кто-нибудь присоединится. Живу в Севастополе. Сергей, благодарю за приглашение. Севастополь, район Севастополя, Балаклаву очень люблю. Классные места. Да, много раз там бывал. И с удовольствием поеду еще раз. Я же говорю, были бы силы, деньги, время, я с удовольствием приеду. Вот. И тем более ты не первый, кто зовет в Крым. Там еще Анатолий живет в Крыму, тоже с ним давно общаемся. У него тоже классный канал. Он больше любитель по северам путешествовать, очень крутые путешествия, смотрю прям с удовольствием. Вот. Я еще с ним давно общаюсь, но хочу увидеться вживую, поэтому, если получится, я думаю, за рюмочкой чая мы можем собраться где-нибудь в Крыму, и я с удовольствием с вами познакомлюсь. Спасибо за приглашение еще раз. Постараюсь вас оповестить, если поеду туда. В сообществе я не сильно часто что-то пишу, но когда еду в путешествие, транслирую свои геометки в Инстаграм и в сообщество, поэтому, если подписаны, я думаю, обратите внимание, где я, и уже свяжемся, спишемся, да увидимся. Буду рад.
Так, Илюха пишет, уже лучше, температуры нет, но слабость не проходит. Потихоньку расхаживаю, все будет хорошо. Планирую, как силы появятся, доехать до тебя, конечно, по согласованию. Илюха, давай восстанавливайся, буду рад тебя видеть. Ты уже бывал у меня в гостях, видел. Welcome, welcome. Кстати, Илья, вот то, что показывал я тебе и вам, кстати, друзья, говорю, что сдвинулось дело с мертвой точки. Тот байк-отель, байк-приют, про который я уже неоднократно говорил, который я планирую строить, уже потихонечку я начинаю. Протянул туда коммуникации, уже готов первый санузел. Скоро будет готова первая комнатка такая, где я смогу встречать гостей, путешественников. Ну, а потихоньку будем строить домики. И я надеюсь, сил у меня хватит создать хорошую перевалочную базу для путешественников именно здесь, у нас в Кисловодске. Почему я это делаю, я уже многим рассказывал, могу повториться. Потому что я очень много путешествую, и мы не всегда останавливаемся в палатках. Иногда нам нужен передых, нам нужны комфортные условия, туалет, душ, отоспаться, отлежаться, постираться. И многие отели, в которых лично я останавливаюсь, они не идеально подходят для мотопутешественника. Есть нюансы, которых не хватает. И я как человек, который путешествует на мотоцикле, хочу создать такой байк-отель, в котором будет все или почти все для мотопутешественника. Начиная от инфраструктуры и заканчивая мной хозяином, таким же чуваком, как и вы, с которым всегда мы сможем встретиться, поговорить, записать какое-нибудь интересное интервью или подремонтировать ваш мод, или вы просто сможете оставить его на зимовку. Поэтому, надеюсь, в следующем сезоне уже будет что вам показать в этом направлении. Поэтому, Илюха, приезжай из Ставрополя, мы тебя в ближайшее время сможем уже поселить не там, в хостеле, где ты селился, а уже у меня ночуешь. Так, Сергей Даншин, спасибо, будем держать кулачки. Сергей, спасибо, надеюсь, увидимся вживую. Так, ребят, и в общем, час вы мне уже уделили время, за что вам огромное спасибо. Те, кто присоединился не сразу, напоминаю, что слова благодарности всем вам за то, что у нас уже 3000 подписчиков на канале, 3000 соратников, потому что мне это слово нравится больше. Поговорили мы о том, как встретились, решили, что это будет ежегодным. Илюха, не вздумай в следующем году, в крайних числах августа, что-то запланировать или заболеть. Ты должен приехать обязательно, я тебя очень жду. Ставлю супертеннери на большое ТО, полезу в двигатель, регулировать клапана, менять цепь, менять натяжитель. Буду менять рулевые подшипники на супертенере, буду править передний диск, переднее колесо. Тест-драйв Goldwing. Значит, переделка глушителя 2.0. Илюха, я тебе, по-моему, рассказывал, да, я переделал еще раз глушитель, теперь он стал работать интереснее, скоро выложу видео на канал. И кстати, две вещи я хотел вам показать. Буду сейчас в ближайшее время снимать обзоры, думаю, вам расскажу, чтобы вы одни из первых об этом узнали. Те, кто смотрит все или почти все мои видео, вы помните, я снимал обзор на эти датчики давления колес. Значит, купил я их на Алиэкспресс и поставил на свой мотоцикл. Знаю, что по моему примеру многие, кто меня смотрит, купили такие же датчики, поставили себе на мотоцикл. Сейчас расскажу подробно, почему я об этом заговорил. Я встречался с минимум 3 людьми, кто смотрит мой канал, с кем мы вживую встречались, которые купили такие же датчики. Но, что интересно, у всех, кто купил такие же датчики, кого я видел лично, они купили датчики, которые накручиваются на ниппель. Я же очень много умничал и рассказывал вам в видео, что круче купить датчики внутрь колеса. И есть в этом однозначно плюсы, и я их видел и, соответственно, рассказал об этих плюсах вам. А теперь резюме. Отъездив один сезон, на сегодняшний момент, передний датчик у меня пропал вообще. Прибор его не видит, как я не перезагружаю, что я не делаю. Он просто пропадал, появлялся, сейчас пропал окончательно. А задний датчик вначале пропал, его долго не было, вообще не видно, не слышно, а теперь появился, но моросит и показывает давление неправильно, завышает его минимум, наверное, атмосферы на 4. Из этого я первоначальные делаю выводы такие. Зимой я, конечно же, эти датчики выну, посмотрю, в чем дело. Первое, о чем я думаю, что это села в них батарейка или садится батарейка, но маловероятно, потому что они совсем мало прослужили, а по комментариям люди пишут, что они ходят довольно-таки давно.
Но мое мнение, что китайцы все-таки пока не умеют или не готовы делать хорошие, качественные вот эти вот датчики внутренние, внутри колеса. Повторюсь, все те, кто купил такую же фирму, но колпачки, показывающие давление, у всех все работает идеально. Я спрашивал специально у ребят, они говорят, проблем никаких нет. Соответственно, скорее всего, и мои умозаключения, что внутренний датчик будет круче, они были ошибочные. Но это мой опыт, я с вами делюсь этой информацией, чтобы в дальнейшем вы тоже не допускали тех ошибок, которые я. Самый хороший опыт – это когда ты сам на грабли наступаешь. В общем, что я сделаю? Во-первых, зимой я их достану из колес, вскрою датчики эти запаянные, замеряю вольтаж на батарейках, и тогда будет понятно. Вопрос в батарейках, которые сели быстро или были подсевшие, их просто надо заменить. Или же вопрос в том, что это говнодатчики, их просто надо выкинуть и о них забыть. Но для того, чтобы это было все интереснее, я уже на Алишке заказал еще один комплект давления, датчиков давления, но теперь уже с колпачками и другой фирмы. Не этой фирмы, а другой. Специально, принципиально нашел другой магазин, другую фирму-производителя. Короче, у меня теперь будет зимой 2 комплекта датчиков давления. Вот эти вот внутренние, новые, наружные. Я все это сравню, сниму большой обзор. И я думаю, это будет полезно для ребят, которые будут планировать зимой покупку датчиков. И они уже для себя определят, чего им лучше. Ну вот такой вот косячок имеется. И второй момент тоже сразу вам покажу, одним из первых, раз уж вы уделяете мне время, тратите его. Вот сейчас вечером могли бы где-нибудь пивко попивать, хотя, возможно, вы попиваете пивко и смотрите меня, это вдвойне прикольно. В общем, какой-то зверь у меня тут летает. В общем, помните, я вам показывал обзор на новую китайскую гарнитуру Lexin, ETCOM она называется, есть у меня на канале. Я ее поставил на свой Нолан и откатался с ней сезон. Очень ей доволен, она мне также нравится, она офигенная, она прекрасно работает на звонки, все супер, музыка в ней играет прекрасно. Я переживал по поводу кнопок управления. Нет, я к ним привык очень быстро, мне нравится, как она переключается, мне все в ней нравится. Единственное, когда мне звонит моя супруга, в основном она мне звонит в шлем, постоянно названивает, когда где-то путешествую, она говорит, что вот когда я молчу, а она говорит, в принципе, никаких помех нету, все нормально. А когда я начинаю говорить, появляются какие-то шумы. Возможно, это вопрос гарнитуры, а возможно, это вопрос того, что я 80, наверное, процентов времени на мотоцикле катаюсь с отстегнутым подбородком, с поднятым стеклом, с одними очками. Ну, я люблю это дело. И, возможно, вот эти все задувающие ветра дают эти помехи. Но, тем не менее, этот обзор зашел на канале, зашел вам, зашел, возможно, тем зрителям, которые только первый раз приходят. И мне написала компания Lexin в личку, поблагодарила меня за то, что я снял им такой клевый обзор на ETCOM, вот, и предложили мне еще одну гарнитуру на тест. Ее я уже не покупал, говорю вам сразу, вот они мне ее прислали. Это Lexin B4FM. Они мне ее прислали на обзор с договоренностью того, что досталась она мне на халяву, но я вам расскажу ее плюсы и минусы, но буду сравнивать опять же с теми гарнитурами, которые у меня есть. У меня на сегодняшний есть Scala Rider G4, у супруги стоит на шлеме, Scala Rider G9, BT какая-то, вот эта вот китайская гарнитура, она у меня там есть внизу, я покупал ее с китайским шлемом, есть Lexin, и есть вот этот еще один новый Lexin. ETCOM тот был, а этот B4FM. Поэтому если кто-то думал о покупке вот такой гарнитуры, чуть-чуть потерпите. В ближайшее время я поставлю ее на один из своих шлемов и запилю вам на нее обзор. Плюсы и минусы расскажу. Первоначально, что вижу, кнопки маленькие. Не знаю, будет это удобно или нет. Но я ее уже подключал к телефону, вот так на столе включал. У меня впечатление, что она просто безумно громко и круто играет. Ну, возможно, это без шлема такие ощущения. Ну, в общем, в шлем ставлю, покатаюсь, все вам расскажу. Это вот такие вот фишечки, которые в ближайшее время вас ждут на моем канале. И памятуя слова о том, что у нас 3000, я вас за это благодарю, еще одна огромная к вам просьба. Вот все, что я пилю на канал, на обзор, вы понимаете, да, что я живу
живу очень далеко от центра нашей родины, да, я вот смотрю, когда московских блогеров там или блогеров, ребят, которые живут в крупных городах, у них очень круто, у них есть представительство Ямахи, у них есть представительство Харли Дэвидсон, у них есть представительство Хонды, они могут пойти там договориться на тест-драйв, тут договориться. У нас этого ничего вообще, никаких представительств нету, есть только друзья, у которых есть мотоциклы, которые мне доверяют, есть вот те товары, которые мне в руки попадают. Поэтому, если из того, что я транслирую, что-то лишнее, пишите, пожалуйста, об этом. Если из того, что я транслирую, чего-то не хватает, тоже пишите, буду пытаться это дополнять на свой канал. В общем, обратную связь дайте, она мне нужна, вам будет за это огромное спасибо и благодарность. Так, значит, читаем, что дальше. Илья Сычев, не реви, что ты разревелся, тут нам слезы свои шлешь. Так, Алексей Косянчук, надеюсь, правильно почитал. Привет из Буденновска, дальнейшего роста канала. Алексей, огромное спасибо, ты мой практически земляк. Буденновск, Ставропольский край. Между нами тут совсем с тобой небольшое расстояние. Кстати, очень жаль, что ты не приехал на встречу соратников, мог бы подскочить, тебе тут вообще расстояние небольшое. Попробуй в следующий раз это реализовать. Так, Сергей пишет. Максим, а в Кисловодске не делают, не ремонтируют колеса, ты едешь в Ставрополь, а в городе у себя никак. Сергей, у нас в городе есть пару толковых мастеров, которые могут тебе обычный металлический диск, спецованное колесо вытянуть, подровнять и сделать. Но чтобы ты понимал, на Кисловодск людей, которые готовы этим заняться, там 1-2 и обчелся, это раз. А тех, кто может в Кисловодске выровнять алюминиевый диск на спицах, я не знаю ни одного человека, но, во всяком случае, ни одного человека, которому бы я это доверил. Там все-таки не только спицы, там еще, возможно, надо будет и сам диск чуть-чуть на пневмостанке его подравнивать. Если ты видел когда-нибудь, как равняются алюминиевые диски, ты понимаешь, о чем я говорю. Вот ребята в Ставрополе, у них фирма, ну, их гараж называется Моторок, если не ошибаюсь, я на них подписан в Инстаграме. Я у них видел и прямые эфиры, и записи того, как они такие алюминиевые диски равняют. Вижу, что у ребят рука набита, и поэтому мне хочется поехать к ним. Плюс ко всему, признаюсь, мне нравится, как они работают, как они обслуживают разную технику, и я бы, наверное, снял их сервис, показал вам. Возможно, если когда-то вы будете ехать через Ставрополь, вы как минимум будете знать место, где хорошо или нехорошо ремонтируют мотоциклы. Ну, в общем, хочу поехать посмотреть и показать это вам. Поэтому хочу сделать диск именно в Ставрополе. В Ставрополе я по работе мотаюсь часто, поэтому, закину в багажник диск и уделю полчаса времени, заеду в сервис, поснимаю, как они это будут делать. Так, значит, как раз думаю, вот Алексей пишет, как раз думаю о покупке Lexin B4FM. Ждем обзор. Все, Алексей, принял информацию. Во-первых, обзор будет, во-вторых, сравню с Lexin ET.com. Кстати, Lexin ET.com, вот лично мне визуально нравится больше, и мне почему-то кажется, что она как-то круче. Но по ценнику Lexin на ту гарнитуру сейчас цену опустила, она стоила там 5000, по-моему, а сейчас стоит вообще 3. А вот это стоит там 5 или 7. Ну, в общем, она внешне как-то мне меньше, честно, нравится. Возможно, просто я ее недооцениваю, и у нее более крутые характеристики. Ну, я на обзоре постараюсь все эти карты раскрыть, чтобы вы для себя понимали, что вам все-таки лучше брать. Так, Игорь Пастухов. Обзор не смотрел, купил себе Lexin ET.com. Меня слышат отлично, но я на ходу на скорости от 40 не слышу вообще ничего. Закрытый шлем Bell. Положение наушников регулировал, толком ничего не изменилось. Игорь, вот у меня был похожий, такой же комментарий под моим обзором. Зайди, пожалуйста, почитай. Там парень мне писал с Украины, если не ошибаюсь. Я не помню, что у него был за шлем, но я прям заинтересовался, потому что у меня ET.com играет просто изумительно. Я у него поинтересовался, что не так. В общем, мы с ним выясняли, и как он потом написал в комментариях, он, когда установил себе наушники в шлем, между наушником и ухом, во-первых, был поролон, а во-вторых, у него наушник стоял не напротив уха, а там куда-то смещенный. Дело в том, что эти наушники направленного звука, и их нужно четко поставить, чтобы они, приблизительно центром смотрели в ваши ушные раковины. Но я и в тот раз сказал, что не может быть такого, чтобы ET.com играл тихо, и его не было слышно. И сейчас готов повторить. Я не знаю, Игорь, где ты живешь. Если ты живешь где-то недалеко от меня,
вот прям приезжай в гости, заезжай, я тебе дам свой шлем, ты его оденешь, поедешь, прокатишься, и ты поймешь, что не то, что на скорости 40, на скорости 140 я музыку слушаю вообще с удовольствием. ETCOM на самом деле играет круто, и я готов дать свой шлем, протестировать и послушать. Если у тебя не слышно, то, ну, два варианта. Либо у тебя как-то неправильно установлены сами динамики, там, то ли поролон, то ли там они смещены, ну, или, может быть, какой-то заводской брак, там, или вопрос твоего телефона, кстати. Потому что я сталкивался с ситуацией, товарищ мой купил вот такую ETCOM, подключал ее к какому-то старенькому Samsung, у которого Bluetooth 2.0. И музыка просто наидерьмовейшая играла, просто наидерьмовейшая. А потом он себе купил новый телефон с Bluetooth 5.0, подключился, и музыка стала играть просто идеально. Поэтому еще нюанс может быть в том, какой у тебя Bluetooth. Обрати на это внимание. А так, я же говорю, вот уже сколько я этих ETCOM видел, не только у себя, звук там прекрасный. Так, Алексей пишет, окей, в следующий раз постараюсь не пропустить встречу. Алексей, буду тебе очень признателен. Вот. Ну и, кстати, вот если еще есть вопросы, друзья, задавайте, постараюсь на них ответить. А вот от себя, что еще хотел для себя вот прям тут в своем, значит, там, контент-плане написал, рассказать вам все-таки чуть-чуть больше о своих впечатлениях от новой Yamaha Super Tenere, на которой мне удалось чуть-чуть прокатиться по Баксанскому ущелью. Вот Алексей из Старого Оскола, который приезжал, он, кстати, купил эту Yamaha Super Tenere тоже у нашего соратника, тоже у блогера, у Ефремова Василия. Вы знаете, у него есть канал. Вот, мы с ним тоже общаемся. У него была эта Super Tenere, и купил ее Алексей. В общем, не суть, что и как. Это уже XTZ-E. И мне очень-очень понравилось то, как вот этот вот обновленный мотор, там, значит, обновленное что? Там они переработали систему натяжения ГРМ, вот этого датчика, который я себе тоже теперь поставлю. Там стоит другая корзина сцепления совсем, она тише и лучше, как заявляет производитель. И, если не ошибаюсь, они там переработали настройки самого мотора. Мне понравилась связь между мотором и коробкой. Она как-то стала более плавнее, меньше рывков и как-то более мягче и вот более как-то, знаете, как смазанно стала работать. Короче, мне очень нравится новый мотор, и я вот на сегодняшний день протестировал новую Africa Twin, уже 10 лет тестирую первое поколение Super Tenere, и КТМ я для себя не рассматриваю, Триумф я для себя не рассматриваю, можем потом на каком-то стриме об этом отдельно поговорить. И еще мне очень хочется протестировать новый для себя, опять же, протестировать для себя новый BMW GS 1250. Сразу хочу тестировать 1250, не 1200, вот, ну, потому что новое, оно всегда интереснее. Я хочу попробовать его, потому что понимаю, что пройдет год, два, три, не знаю сколько. Я вам уже говорил, что хочу увидеть на спидометре своего Super Tenere 100 тысяч километров. Для меня это такой рубеж, который я обязательно хочу пройти. А когда исполнится 100 тысяч моему Tenere, я, наверное, подумаю о том, чтобы взять более какую-то свежую технику. Ну, не потому, что меня не устраивает Super Tenere, я его очень люблю, а, наверное, потому что просто, ну, у всего есть ресурс, а так как я путешествую, я хочу все-таки в путешествии быть чуть больше, может, уверенным в мотоцикле. Хотя, может быть, я дойду до 100 тысяч и пойму, что я ничего не хочу менять. Но на сегодняшний день, еще, правда, не протестировав BMW GS, я чувствую, что пока что Super Tenere в новой своей реинкарнации, это на сегодняшний день для меня единственный мотоцикл, который я вижу на смену своему Super Tenere. Но это мое субъективное мнение, я его дальше, может быть, буду развивать в каких-то своих роликах и транслировать вам. Ну, может быть, что-то изменится со временем, посмотрим. Так, Игорь пишет, ЕКБ. Пока не приеду, проблема именно... Пока не приеду. А ЕКБ это что такое? Екатеринбург, понял. А проблема именно в разговорах с музыкой более-менее справляется с телефоном. Проблем нет. Посмотрю обзор, попробую еще порегулировать. Игорь, посмотри, и если какие-то изменения будут, я тебя прошу, вот прям там под обзором напиши, что получилось в итоге. Ну, просто я на самом деле очень доволен этой гарнитурой, и у меня есть с чем сравнить. И я только Сену не пробовал, а сейчас уже других кучу гарнитур перепробовал. И ETCOM очень достойная гарнитура, поэтому надо разобраться, что у тебя с ней не так.
Так, Сергей пишет, путешественник Александр Акаслон.ру поднимался на Эльбрус. Ты сам видишь ежедневно его, но не поднимался ли? Значит, путешественник Александр был у меня в гостях 2 дня после того, как поднялся на Эльбрус. Александр, он не Александр, он Алексей. Значит, Алексей Аношка. Он был у меня в гостях, они приезжали компанией, мы планировали еще прокатиться в сторону Джилусу, планировали прокатиться в сторону Бермамытского плато, но по времени не получилось. Но получилось у меня уделить им время, и мы погуляли по Кисловодску, по окрестностям, по Кисловодскому парку. Да, они поднимались большой группой на Эльбрус, молодцы, я уже и видео видел. Ну, если честно, я из первых уст это все услышал, когда буквально они спустились с Эльбруса, они через день приехали в Кисловодск, мы с ними сидели в ресторанчике, кушали, и они все это рассказывали. Я на Эльбрус никогда не поднимался, и пока что, наверное, не буду подниматься. Я катался на эндуре у подножья Эльбруса, катался с нашей стороны, со стороны Джилусу, с северного склона, поднимался там на высоту 3200, если не ошибаюсь, или до куда я там добрался. В общем, до ледника доехал. Есть видео на канале, там чуть подальше, в начале прошлого сезона. Вот. Но именно восхождение на Эльбрус меня не манит. Меня не манит по ряду причин. Ну, не мое это. Скажем так, продолжительный такой затяжной длительный хайкинг в принципе не мое. Я никогда такие затяжные долгие походы не ходил. Да и холод на горе и все остальное. Ну, не знаю, пока у меня таких идей ни разу в жизни не было. Ну, так, когда так размышлял, подняться на Эльбрус, ну, вроде прикольно. Но потом, когда начинаю перебирать в голове как бы цену вопроса, время, затраченную энергию, силы, время, и, ну, я для себя в этом кайфа не вижу, признаюсь вам честно. Да, возможно, стоит попробовать и то, и то, и то в жизни, но вот это меня как-то вот, ну, не прельщает, признаюсь вам честно. Подняться на Эльбрус я не хочу. Ни с южной, более лайтовой стороны, с которой поднимался Алексей, ни с нашей, вот от Кисловодской, с северной стороны, которая считается более сложной. Ни с той стороны я пока что подниматься на Эльбрус для себя в этом, ну, как бы кайфа не вижу. А вот любоваться на Эльбрус я люблю. Очень круто, есть очень много крутых локаций, откуда на него можно посмотреть. Это по мне. Ну вот Алексей Гоненко пишет, что от проигрывателя может быть звук тихим. Кстати, да, многие ребята писали, это относится не только к гарнитуре ET.com, от Lexin это вообще к разным гарнитурам относится, что иногда люди просто не используют родной проигрыватель, а используют какой-то другой проигрыватель, и музыка играет намного круче. Вот, Алексей пишет, пользуюсь Sena K30, также пользовался Теком Китай. До сих пор живая гарнитура. Sena очень дорого, остался недоволен. Половину функций так и не попробовал. Sena, наверное, для больших городов лучше. Ну, Sena сейчас очень активно рекламируют на разных площадках. Видно, что она то ли хочет выбраться в лидеры компания, то ли просто она пользуется, подловила момент неудач скалы, потому что скалу Райдер многие хаят, у нее очень много отзывов, очень много каких-то косяков заводских. И вот, ну, когда ты читаешь характеристики Сены, ну, она вот прям кажется такой крутой гарнитурой. Плюс ко всему тут еще наша потребительское мышление сразу включается, которое нам навязывает, что раз она дороже, значит она круче. Но ничего не буду говорить, я Сеной не пользовался никогда, никакой моделью, поэтому если когда-нибудь доведется ее потестировать, я вам свое мнение скажу. Пока вот готов сравнивать скалу прошлых поколений и новых китайцев. Ну, я вам скажу, что вот Lexin мне нравится очень. Причем они, когда на меня вышли сейчас и предложили мне B4FM, у них есть гарнитура, сейчас я не вспомню ее название, короче, какая-то топовая у них гарнитура. И вот если вот этот Lexin стоит 7 тысяч, то их топовая гарнитура стоит чуть ли не 18 тысяч, китайская гарнитура, на секундочку. Я говорю, слушайте, а вот эта гарнитура, она говорит, ну, это наш типа флагман, супер-пупер. Я говорю, а вы можете мне ее там прислать на обзор? Я понимаю, что дорого, ну, хотя бы с возвратом, я не знаю, пришлите, я ее потестирую, верну вам обратно. Они говорят, нет, извините, типа мы ее производим на американский рынок. И на самом деле я потом нашел в Инстаграме страницу Lexin в Америке, и там эту гарнитуру вовсю используют.
там как-то она Pro называется или что-то такое, сейчас попробую найти, сразу быстро вам сказать. Вот, ну там какая-то супер крутая гарнитура, которая стоит почти двадцатку. И, друзья, я думаю, что, ну, судя по вот этим вот более дешевым, значит, моделькам от Lexina, я думаю, та гарнитура, она тоже достойного качества. Вот он, Lexin Moto USA, есть у них страница в Инстаграме. И гарнитура вот эта топовая, у нее там фонарик есть еще что. Вот, называется она FT4 Pro. Lexin FT4 Pro есть такая, но опять же, я когда им предложил снять обзор на эту гарнитуру, они говорят, вы знаете, эту гарнитуру мы на российский рынок не рассматриваем. Ну, наверное, покупательная способность наша низкая, и поэтому они не хотят ее продавать в России. В общем, друзья, чем еще могу сегодня на этом прямом эфире поделиться? Давайте, предлагайте, поделюсь. Я, по сути, весь свой контент-план на сегодня выговорил, высказал. Поэтому теперь только если у вас есть какие-то вопросы, готов на них отвечать. Но, кстати, пока, возможно, вы думаете о вопросах, вот хочу вам показать, не знаю, похвастаться или просто поделиться. Это вот у меня за спиной мой кабинет. Комната в моем доме, которую я закончил в последних рядах. Дом я строил, ну, очень долго, потому что строил своими силами, там, местами своими руками. Это вот мой кабинет, в котором я работаю, скажем так, ну, работаю я на работе, а здесь больше творчеством занимаюсь или какими-то домашними делами, документами. Эта комната оборудована вот полностью под меня. Тут у меня вот там мотоциклы наверху стоят, если когда-нибудь интересно покажу. А за спиной у него там такая клевая карта, вот «Мир без границ», на ней написано. Я ее купил в большом магазине канцелярском. И там, вот видите, все континенты, все земли, они, значит, золотым залиты, и ты монеткой вот там вот стираешь те места, где ты был, и у тебя там те районы земного шарика, где ты был, они там цветные становятся, там красный, желтый, синий, зеленый. И, в общем, я когда на свой чемодан на супертенере смотрю, у меня там наклейки стран, где я был, я там начинаю считать, у меня ничего себе, там 10 стран я побывал, вот это я крутой путешественник. А потом, когда я купил эту карту и монеткой стер те места, где я был, я понял, что, блин, вот я вообще нигде не был. Видите, вот это вот маленькое стертое пятнышко, там, это вот там, где я был. Вот я до севера там доезжал, в Европу заезжал, и в России там до Уральских гор доехал, ну, еще там в республике, все, и я понимаю, что катать не перекатать еще, друзья. Вот, ну и фоточки у меня там, вот это Карабах у меня, Нагорный Карабах, это плато Бермамыт, место силы, это дорога на Джилусу. Это где-то на Украине я еду еще на Фазере, это год, наверное, 2010, это был мой день рождения, у меня был один вот такой год, что в свой день рождения я оказался один на трассе, сделал эту фотку памятную. Вот эта фотка бликует немножко, но это «Добро пожаловать там в Грозный» или в Чечню написано, это мы поехали буквально первые года после того, как закончились боевые действия в Чечне, мы поехали к друзьям в Грозный. И там они нас встречали, гуляли, еще тогда все было разбомблено, но очень круто покатались, и такая очень хорошая память, там интересные ребята. А вот эта фотография, она вам знакома, это логотип моего канала, кстати, я не помню, говорил я об этом или нет, это реальная фотография из моего путешествия одиночного в 7000 километров. Этот ролик об этом путешествии на сегодняшний день набрал больше всего просмотров на моем канале, там больше 200 тысяч просмотров. И вот именно в 2013 году я, поехав в это путешествие, вообще для себя переосмыслил то, зачем мне нужен мотоцикл, и пришел к тому, что он... Раньше я ездил больше как-то по байк-шоу, по каким-то мероприятиям, компаниям, а с 2013 года я осознал, что он нужен мне для путешествий, для такого осознанного, кайфового одиночества, для преодоления каких-то маршрутов. И вот эта фотография, она легла в основу логотипа моего канала, который видите каждый раз, когда начинаете смотреть мои фильмы. Это, видите, одинокий мотоцикл, одинокое дерево и пустынная дорога. Вот, ну, почему-то у меня это ассоциируется именно с такими одиночными путешествиями. Вот, поэтому вот такой вот у меня, короче, кайфовый кабинетик. А это картины, это вот заслуга моей супруги, это она мне рисовала, дарила. Ну, точнее как, она рисует картины любительские, ей нравится, а вот я две клевые картины, которые мне понравились, я у нее отжал и повесил себе в кабинет. Так что, ну вот, в общем, вроде похвастался. Так, что вы мне пишете? Так. Илюха пишет, сейчас новый мотоцикл брать даже не знаю как. Цены выросли, пипец.
Как старовера очень смущает электронная подвеска на новом тенере. В остальном без вопросов. Модель меняется, модель менять вообще не планирую. Илюх, тоже у меня есть вопросы к электронной подвеске. Но, ты же понимаешь, что рано или поздно все равно мы задаемся идеей, что я не говорю, что я на пороге смены мотоцикла. Я очень доволен своим супертенере, и чем больше я узнаю другие мотоциклы, тем больше я проникаюсь доверием и уважением к своему супертенере. Дай бог ему здоровья. Возможно, вот я сейчас поменяю натяжитель цепи, отрегулирую клапана, и мой мотор по-другому заработает, а потом еще руки дойдут. Я еще и корзину сцепления поменяю на нового образца, и у меня будет новый супертенер, а электронные подвески, они не сильно нужны, но не знаю, насколько будет разница ощущений между старым супертенере и новым супертенере на электронных подвесках, я не готов об этом говорить. Но ощущения между подвесками моими сегодня, обычными на супертенере, и подвесками на Africa Twin, несмотря на то, что вот я вам сейчас рассказывал про нее очень много негатива, но ощущения от езды на Africa Twin у меня самые положительные. Он очень круто едет. Мне понравилось, как он съедает неровности, как электроника работает на бездорожье. Мне очень понравилось. Я вообще очень расстроился, когда мне товарищ сказал, что он погнул диски. Я думаю, там все-таки сработало ряд факторов, и спущенные колеса, и слабая резина заводская, и, возможно, там еще какие-то факторы. Но суть в том, что я получил от Africa Twin с этой DSG-коробкой автоматической, просто колоссальное удовольствие. И анализируя, я понимаю, что это удовольствие мне дарили электронные подвески. Все-таки 21 век, и все-таки, они не дураки, они делают очень крутые вещи. Другой вопрос ремонтопригодности, долговечности и всего остального. Да, об этом можно долго спорить, но я помню, как лет 20, наверное, назад, 20 назад мы сидели с пацанами в гаражах, были молодые, у нас тогда появлялись первые какие-то «Жигули», и тогда были 90-е, и там иномарки были в редкость, и когда мы там обсуждали какую-нибудь иномарку, там какого-нибудь соседа, она там была одна на весь гаражный кооператив, или их было две, я помню, как такие же разговоры о ненадежности, о ненужности, о всем остальном были про АБС. Нафиг этот АБС нужен, мы сами знаем, как тормозить и все остальное. Все новинки воспринимаются всегда в штыки, но мы должны понимать, что электроника, она, конечно, делает вещи, и тут спорить, наверное, не надо с этим. Пока, значит, ездим на дедовских старых подвесках. Так, Илья, сотри Абхазию. Что значит сотри Абхазию? Мне удалить видеоролики об Абхазии? Я не понял тебя, Илюха. А ну-ка, разжуй. Что? Или смотри Абхазию. Ты вообще о чем? Разжуй, не понял твой вопрос. Так, Алексей пишет, все еще впереди. Алексей, да, я понял, спасибо. Будем двигаться вперед. Так, значит, это ты имеешь в виду все еще впереди, страны на карте. Я очень надеюсь, Алексей, твои слова да Богу в уши. Пускай так и будет, чтобы мои глаза завтра увидели здесь больше стертых территорий. Возможно, даже вот на этом континенте по шоссе 66 когда-то удастся прокатиться. Посмотрим, может быть, все сбудется. Так, возил в этом году дочь на Джилусу, она в восторге, говорит, огромное спасибо Максиму. Натаныч, огромное спасибо твоей дочери, не знаком с ней лично, но такая оценка, это круто, и если у нее уже есть YouTube, попроси ее на меня подписаться в благодарность. Лучшая для меня благодарность – это ваша подписка и ваш комментарий, поэтому, пожалуйста, будем стараться дальше показывать интересные места Кавказа, чтобы вы так же, как и я, знали, куда надо ехать и что посмотреть. С карты за спиной. Илюха, я понял. Стереть Абхазию вот там. Илюха, уже стерта. Все, я как только возвращаюсь домой, сразу иду стираю. Все нормально, там Абхазия стерта, все нормально. Там, поверь мне, там один раз монеткой провести, она манюсенькая там на всем этом размере, поэтому стирать там долго не нужно. Не видно? Я тебе потом фотку сейчас, в WhatsApp фотку, закончится прямой эфир, я тебе фотку скину, что она там стерта.
В общем, друзья, вот такой эфир. Если про карту, да, я понял, Алексей. Если есть еще о чем поговорить, давайте поговорим. Но я думаю, в принципе, можем мы его уже потихонечку завершать. Спасибо всем, кто поддерживал, когда болел. Многие ребята знали о моей болезни, вот и Илюха в том числе, и еще ребята предлагали помощь, предлагали выслать лекарства, предлагали те, кто уже излечился, присылали мне премедикацию, чем лечиться, как лечиться. Вам огромное за это спасибо и благодарность. Спасибо Крыму за то, что ждете в гости. Это взаимно. Будете у нас тоже заезжайте. Всегда буду рад. Сергей, Санкт-Петербург, тебя жду. Приезжай за своим мотом. Покатаешься еще по Кавказу. Может быть, вместе даже куда-то катанем. В общем, как всегда, подводя резюме, наверное, надо сказать о том, что у нас теперь, я думаю, на это надеюсь, что у нас теперь с вами есть ежегодное мероприятие, на котором у нас есть всем возможность встретиться вживую и познакомиться. Это конец лета, запомните, крайние выходные каждого лета мы становимся лагерем где-нибудь на Кавказе, где-нибудь в крутых, красивых местах, собираемся в группу WhatsApp или в Telegram, или что там будет через год, нам удобно, обсуждаем, большинством голосов принимаем решение, куда мы едем, встречаемся и едем. Потому что вот эти вот кемпинги, эти посиделки у костра, вот ребята, кто был на первой встрече нашей, у нас было 4 человека, напомню, вот не дадут мне соврать, люди, мы друг друга не знали. Вот, ну, мы с Виктором пару раз пересекались, когда он был на Кавказе, но это было там в течение, там, привет, там, постояли 15 минут, поговорили, я там по работе, он по своим делам поехал. Один раз я его в Кисловодске там встретил, уделил ему полчаса. Ну, в общем, мы все друг друга не знали, но вот это наше общее увлечение, вот это наша общая тема, которой мы больны, путешествия. Мы вот, ну, просто весь вечер там, подбрасывая дровишки в костер, столько друг другу интересных, не только каких-то фактов дали, да, там, где там мы отдыхали, там какие-то геопозиции, а вот именно каких-то мыслей, каких-то философских мыслей, столько всем с друг другом поделились. Вот лично я там, ну, увез кучу информации интересной от этих людей, ну, это очень круто. Это очень круто, и именно, наверное, это вот то, ради чего я создавал свой канал и вообще создавал вот эту вот всю полемику, которой мы тут занимаемся, потому что, ну, блин, в головах путешественников хранится столько крутой информации, ну, блин, сам Бог велел нам встречаться. Так, Илюха, тебе спасибо, Максим, хорошего тебе вечера, очень жду выздоровления и встречи. Илюха, взаимно сделаем. Она в этом году села за руль мотоцикла. О, ничего себе, поздравляем дочь, что села за руль мотоцикла. Пускай будет аккуратнее и многих ей километров и интересных путешествий. Друзья, на сим, или как правильно сказать, за сим с вами хочу попрощаться. Благодарю вас за то, что со мной, благодарю вас за то, что нас 3000. И будет круто, если нас будет 30 тысяч, а потом, возможно, 300 тысяч. Если все мы будем вот такие, как те люди, которые приехали на нашу первую встречу, это будет, ну, это будет просто вообще, просто пушка. Это будет круто. Поднимаю бокал за вас с чаем. Прощаюсь с вами. Встретимся, как всегда, через месяц. 1 октября в 19:00 здесь на канале. Готовьте свои вопросы, накидывайте их мне, чтобы я знал, чего вам интересно на самом деле послушать, что вам рассказать. Все, кто позвал в гости, учтите, я могу припереться, потому что у нас еще пару месяцев будет тепло, и если меня домашние мои отпустят и здоровье позволит, сяду да приеду в Крым. В общем, все. Всем пока, всем спасибо. Ну и по традиции, друзья, путешествуйте и всем добра. Все, пока. Я отключаюсь. Запись, соответственно, эфира сохраню. Все. Доброй ночи.